Приветствую на канале. В этом видео знакомство с очередной моей покупкой, которую я сделал на белорусском онлайн-аукционе Aubuy. Я оценил статистику последнего видеоролика и вижу, что он прям зашел зрителю. Он занимает первое место в рейтинге по просмотрам, поэтому я решил повторить. В этот раз 8 японских аудиокассет. Ну, японские это потому, что они изготовлены в Японии и именно для японского потребителя. Все эти компакт-кассеты уже были в пользовании. Сегодня у меня одна кассета Panasonic, одна кассета Maxell, две кассеты TDK и 4 экземпляра Sony. Сегодня самый интересный период кассетного производства – это 80-е годы. Будем знакомиться с данными экземплярами ближе, опираясь на информацию сайта aquapass.com. Уже традиционно сначала знакомимся с дизайном каждой кассеты, оценим его согласно года выхода на рынок. Я оцениваю сохранность и состояние корпуса кассеты, подкассетника, комплектацию. Чтобы не затягивать это видео, я не буду на камеру снимать калибровку тракта записи под установленные в эти кассеты магнитные ленты, а лишь быстренько прослушаем имеющиеся в них записи. Ну и по итогу я уже сделаю заключение, в котором расскажу о возможных проблемах записи и выскажу свое субъективное мнение о данных экземплярах и кассетных брендах в общем. Итак, погнали! Подобную кассету я лично купил в 1984 году в магазине Passage, когда был на экскурсии в Ленинграде. По 9 рублей я тогда купил вот такую Sony CHF-90 и Denon DX1-90 с красной полосой. Это были, вероятно, мои первые импортные кассеты. В Минске тогда были в продаже только МК-60 по 4 рубля. Эта кассета начала 1980-х годов. Но здесь меня смущает оформление вот этого вкладыша. В оригинальном вкладыше кассеты, которая продавалась в Союзе, слева крупным оранжевым шрифтом было нанесено Sony, а не CHF. Подкассетник у нас оригинальный, кстати, в хорошем состоянии. Имеется вот в верхнем правом углу гравировочка Sony. Вкладыш, как мы видим, с иероглифами японский. И имеет надпись ручкой на торце, также на японском языке. Корпус кассеты в идеальном состоянии, также разборный, с блокираторами и серийным номером. Тип ленты железо. Здесь уже имеется голубой такой отрезочек в начале ракорда, а затем классический вот такой салатовый ракорд. Что касается ленты, лента в начале немного помята. Ну, оценим, что на ней записано. Обратная сторона. На этой кассете записаны какие-то японские воспевания под аккомпанемент национального струнного инструмента. Так, и далее знакомимся с TDK AD90. Это уже 1982 год. На кассетах этого года появляется полосатый фольгированный вот такой стикер. Различные серии бренды имеют или серебристого, или золотистого цвета фольгу. Ну а длительность кассеты также наносят разными цветами. У меня именно зеленая на 90 минут. Подкассетник в идеальном состоянии. Имеет также гравировочку в углу. Здесь конкретно TDK и Made in Japan. А сверху присутствует вот такая выемка под палец. Вкладыш такой вот здесь черный, внутри белый чистый. Стикера в комплекте нет. Кассета в черном пластиковом корпусе. Имеет вот здесь вот по краю такую вот сетчатую фактуру, или как кирпичики. И также здесь имеется гравировка сторон. Вот такая литера А, типа А. Ну, здесь Б больше похоже на Б. И стандартное пластиковое окошко. Также корпус кассеты 82 года разборный. Блокиратора записи отсутствует. Серийный номер вот здесь вроде присутствует, заметен. Ракорд ленты здесь белый молочный с одиночными вертикальными голубыми линиями. Лента традиционно в начале пожеванная. Но дальше будем смотреть, как ляжет сюда запись. И это первый тип ленты. Оценим запись. TDK D90. Слушаем.
Обратная сторона. На ТДК AD90 качественная запись классической музыки, обе стороны. И следующее у нас на обзоре это кассета Sony UCXS 90 1985 года. В прозрачном подкассетнике, но он такой с царапинами, какими-то ожогами и прочими коцалками. Не очень хорошем состоянии. Я бы сказал, просто в удовлетворительном состоянии, хотя вроде так нормально. Так сказать, подкассетник также оригинальный, имеется вот эта вот гравировочка бренда, имени бренда. Вкладыш уже получше, в идеальном состоянии с разворотом. И имеется полный комплект стикеров. Корпус кассеты в отличном состоянии, также разборный. Блокираторы записей и серийный номер присутствует, и это второй тип ленты, есть соответствующие выемки. И, кстати, сам дизайн корпуса очень похож, прям скажу, один в один с кассетой HF-ES следующего 86 года из моего прошлого видеоролика. Лента имеет, значит, вот такую салатовую вставку в начале, затем прозрачный раккорд. И лента. Лента совсем не похожа на второй тип. Она, скорее всего, как у первого типа, такая светлая, светло-коричневая. Если бы не оригинальные катушки, которые я сравнил вот с представленными на сайте aquabass.com, я подумал бы, что ленту подменили. Однако нет, они такие должны быть. Также оценим запись на этой кассете. Sony UCXS90. На этой кассете определенно запись телепередачи «Песня года» в Токио, ну, соответствующего года. Что ж, дальше пошли. 86 год выпуска, и здесь у нас Sony HF90. Отличается от подобной кассеты 84 года изготовления оформлением вот этого стикера. Он очень похож, однако на нем иначе размещены все элементы. Ну и также дизайн, цвет катушек, цвет пластиковых роликов немножко отличается. В моей коллекции имеются кассеты этой серии HF, но 1999 и 2001 годов. Общее у них это слегка тонированный, но все же прозрачный корпус. Подкассетник, можно сказать, что в идеальном состоянии, если бы вот не такие вот какие-то химические ожоги на нем. Также брендированный Sony. Вкладыш идеально чистый, стикеры полный комплект. На самой кассете присутствуют блокираторы записи на торце и серийный номер. Это кассета первого типа, лента имеет фирменную салатовую такую вставочку, дальше прозрачный раккорд. И в начале лента не имеет небольшие вот складки, такие вот гармошечку. Но дальше все в приличном состоянии. Оценим записи на ней тоже. Sony HF90. На обеих сторонах этой кассеты записана японская эстрада, предполагаю, 80-х годов, потому что она созвучна как-то русским мотивам.
Далее у нас будет в оригинальном черном пластиковом корпусе вот такая ТДК SF90. Это последняя ТДК из этой коллекции. Дизайн кассеты 1987 года. Значимый в моей жизни год. Данная кассета абсолютно не похожа на кассету этой же серии, но уже позже, 1994 года, которая также есть в моей коллекции. Подкассетник в хорошем состоянии, с гравировочкой. Единственное, что здесь требуется шлифовка, полировка его торца. Вкладыш японский, с разворотом, идеально чистый. Полный комплект стикеров. Данная кассета с хромовой лентой. Корпус идеален, немного подобен Sony HF предыдущих лет. Но окно здесь, вот само окно шире, имеет такие вот козырек сверху и подбородок снизу. Корпус также разборный, все 5 черных винтов. Также присутствует блокиратор от записи, выемки под второй тип и серийный номер. Что касается ракорда, он слегка молочный, имеет одиночные синие вертикальные полосы. Лента черная, как и положено, хромовая, но имеет на всей длине с одной стороны продольную складку. Есть вероятность, что запись там ляжет плохо. Но оценим то, что сейчас записано. ТДК SF90. Первая сторона эстрада, вторая сторона явно заметно, что это японский шансон. Также в этом комплекте есть у меня одна кассета Maxell XL1 на 90 минут. Дизайнеры в 1988 году придумали вот такое широкое овальное окно. Я же пропустил в своей жизни кассеты этого года. Кстати, такой оригинальный корпус повторился в нескольких моделях этого бренда в 1991 году. Так, подкассетник имеет какие-то царапины на торце. Здесь небольшая коцалка, здесь. Остальные грани у него такие вот ребристые. И есть выемка для пальца. Гравировки, кстати, на нем бренда никакой нету. Вкладыш в идеальном японском состоянии. Стикеры, полный комплект, все присутствуют. Сама кассета также, мне нравится ее состояние. Он черного цвета, разборный, опять же. На верхней грани вот такой есть также ребристый отрезочек такой. Ну, блокираторы присутствуют, серийный номер. Это первый тип ленты здесь. Вот такие оригинальные черные катки или катушки с белой верхней такой каемкой. Лента оригинальная, со стрелочками. Слегка молочный ракорд. Сторона А указана здесь. Ну и лента даже в каком-то практически идеальном состоянии. Ну вот так вот на первый взгляд. Оценим запись. Maxell XL1. На этой кассете имеется неплохая запись концерта, исполненного на акустической гитаре. Далее в темном тонированном таком подкассетнике кассета с лентой первого типа Sony HF X90. Это уже 1989 год. Отличается от кассет данной серии HF X 86 года катушками в оригинальном новом дизайне. Оцените. Блокираторы записи целые, серийный номер также присутствует, корпус разборный, лента оригинальная, вставка салатовая имеется, прозрачный ракорд, лента первого типа, достаточно такая глянцевая, ну вроде как в хорошем состоянии.
Посмотрим, послушаем. На этой кассете две стороны под запись японского варианта золотого граммофона. 89 год, у нас этим не заканчивается. Последняя кассета из набора — это Panasonic HX90. И это первая кассета этого бренда в моей коллекции. Ну, здесь указано, что ее использовать нужно для записи с компакт-дисков, то есть это уже относительная новинка. На соответствующем сайте aquabass.com обозначено, что изготовили эту кассету на производственной линии ТДК в 1989 году. И я подтверждаю, что она один в один похожа на ТДК AR90 1988 года и ТДК ARX90 1990 года. Посткассетник имеет слегка тонированный корпус такой темненький. Есть гравировочка Made in Japan в верхнем правом углу. Состояние, в принципе, отличное. Сверху имеется также выемка для пальца. Вкладыш японский, с разворотом, чистый. Полный комплект стикеров. Корпус черный, матовый. Ему имеется только фактурная гравировочка вот этого выступа на головке и ролике. Такими полосками. Состояние кассеты также оцениваю как идеальное. Блокиратор на месте, второй тип ленты, серийный номер также присутствует. От края до края узкое окно, которое снизу наполовину прикрыто черной такой полосой. И корпус разборный. Что касается ленты, очень похоже на ленту ТДК. Раккорд такой же молочного цвета с одиночными синими вертикальными полосками. Это второй тип ленты, и она, как и положено, черного цвета, вроде в таком неплохом состоянии. И последняя — это кассета Panasonic. Как будто сторону не переворачивал. И здесь снова японская эстрада, то есть песня года шагает по стране восходящего солнца. 80-е. Коротенечко так прошлись по 1980 годам от начала до конца, от рыжей Sony CHF-90 до Panasonic HX-90. На вторичном белорусском рынке такие кассеты в таком состоянии стоят от 8 до 20 рублей. В этом видео был снова представлен только японский рынок компакт-кассет. В Европе и США имелись свои особенности обозреваемых моделей. Качество записи большинства кассет очень приличное. И на мой субъективный взгляд, аудиокассеты 80-х самые красивые. Это был пик популярности кассетной техники. К сожалению, в моей коллекции мои собственные кассеты, приобретенные в этот период, не сохранились. В основном фонотека наполнялась моделями уже 90-х годов. Все представленные в этом видео кассеты я вижу и держу в руках впервые, кроме вот этой вот рыжей Sony. По мере возможности восстанавливаю мою юношескую фонотеку. Не все удается найти на торрентах в несжатом формате FLAC. Из данной партии кассет сделал запись на обе стороны Sony HF-X90 первого типа и на сторону А хромовой лентой в кассете Panasonic HX90. И Panasonic HX90. Не отпускай, не отпускай, мне понятно, и так все рисует.
На ленты, используемые в данных кассетах, запись легла ровно по обоим каналам, один в один с уровнем источника и, на мой слух, без искажений АЧХ. Единственное, нужно учитывать, что в БУ кассетах имеются деформированные отрезки ленты, но в остальном все good. Благодарю вас за уделенное время, оценивайте это видео и подписывайтесь на канал. Всех благ, пока!